Криптоэнтузиастики, ну что, приветствую вас на канале. Итак, будем работать по тренду, потому как многие смеялись, говорили то, что эти графики не работают. Но оказалось все по-другому. Все у нас четко здесь получается работает. Итак, ну что, эфириум минус 5,8%, биток минус 3,6%, XRP минус 6,7%, BNB минус 7%, BNB 940 долларов. Ну все, короче, медвежка. Это 150, 50, 50 пунктов процентов. То, что у нас медвежка, мазафакина. Не хотелось бы ее, конечно же, увидеть, но биток... Просто слабость на биткоине у нас были дивера, мы это с вами рассматривали. Еще в сентябре я сказал, что где-то вот-вот мы на пороге разворота. Может быть такое, что произойдет какое-то чудо и все-таки биток помпанут. Мы посмотрим, понаблюдаем. Ставки у нас уже 2 прошли. Все, осталась у нас еще ноябрьская ставка и декабрьская. Ну и, конечно же, декабрьская как декабрьская ставка. У нас идет смягчение, сказали ФРС, глава ФРС Пауль сказал, что у нас уже будет смягчение, типа там QT, QLI, HULPLI, короче, я думаю, что вы все поняли эту тематику, когда-то в 2021 году не рассматривали все эти QE, QP, QPP, бля. Это все у нас начали лепить в этом цикле, конечно же. Ну, то, что у нас там смягчение, да. Будем работать по тренду, по всей видимости у нас раскорреляция на рынке так и продолжается, биток рос, альта умирала, за исключением нескольких альткоинов. Сейчас мы видим то, что доминация биткоина растет, она растет дальше и, конечно же, не падает. И это одно единственное событие, которое осталось у нас на этом рынке. Если даже и произойдет здесь падение доминации, произойдет это падение доминации, которое мы ожидали, ну, где-то там, пускай, да, там на 47, на 48, вот сюда. Ну, оно может произойти, ну, пускай там, да, до марта. Вот, грубо говоря, до марта. Может быть такое. Это, по всей видимости, цикл конкретно растянулся. В этот момент мы сможем увидеть с вами перехай по биткоину. Может быть, будет такая вот параболическая фаза роста по битку, эйфория. Ее все-таки здесь не было в конце цикла. Может, это все и произойдет. Но фишка в том, что мы видим то, что у нас... Биткоин Кэш, Zcash, Dash пампятся, даже несмотря на то, что биткоин идет на коррекцию. Это говорит о том, что у нас раз корреляция на рынке, и мы с вами сможем увидеть даже пампы по альткоинам, даже на медвежке. И это нормально. Значит, мы будем работать и опираться на это все дело, то, что у нас могут какие-то альткоины помпануться. Итак, давайте посмотрим, где наши же альткоины. И все-таки, да, может быть такое, что доминация битка здесь начнет падать. Вот сюда вот вниз, да. Мы вот начнем падать по доминации биткоина. И высокорисковые активы на крипторынке, такие как альткоины, начнут расти. Как раз мы можем с вами посмотреть, где наши альткоины находятся. Вот этот вот график я вам неоднократно был показывал. Это у нас график, где находятся альткоины. Кто-то звонит. Короче, по данному графику мы видим то, что альт-сезон у нас так и не состоялся полномасштабный, пока что его не было. Были только небольшие локальные альт-сезоны. Это у нас был март 2024 года, потом декабрь 2024 года. И вот сентябрь 2025 года как раз у нас индикатор альт-сезона просто зашкаливал там на соточку. Ну, этот альт-сезон у нас, по всей видимости, BNB отожрало, еще там некоторые биржевые токены. Основное движение... Хотелось бы, конечно, увидеть, ну, просто-напросто вверх, но этого и не было. Мы сюда так и не добрались до 2 пунктов. Я думаю, что мы туда доберемся. Это у нас альткоины относительно всей капитализации крипторынка. И пока что мы еще даже и не снизились. Ну, так значительно не снизились. Если посмотреть альткоины относительно там Total 3... то мы, конечно же, конкретно здесь снизились. Мы можем посмотреть то, что мы протестили 0,29 пунктов вот здесь вот. И это неплохо. По всей видимости, мы еще пойдем вниз по альте проторговать вот этот вот фитиль. Хотелось бы, конечно же, чтобы мы снизились хотя бы где-то в 0,25 пунктов вот сюда вот на желтую линию. И здесь уже, наверное, у нас был бы конец
завершающийся конец коррекции альткоина, потому как мы длительный период времени просто-напросто по альте падаем. Мы просто-напросто с 22 года относительно битка просто падаем. Я думаю, что когда у нас здесь закончится коррекция по альте, мы с вами сможем увидеть тот самый разворот по альткоинам. И в принципе, мы с вами сможем это, по всей видимости, увидеть, когда у нас все-таки закончится то самое смягчение ФРС. И может быть такое, что здесь будет разворот по альткоинам как раз в тот момент, когда у нас и доминация биткоина тоже начнет разворачиваться вниз. И по всей видимости мы видим то, что в этом цикле у нас уже все сломалось. Во-первых, мы видим то, что рост биткоина плавный, нет завершающейся параболической фазы роста. По временному интервалу мы дольше растем, чем росли, допустим, 2019, 2020, 2021 год. Намного дольше мы здесь растем, мы уже здесь простояли очень длительный период времени. И может быть такое, что действительно у нас доминация начнет падать с 26 года. Но по факту, да, мы видим то, что домка так и не упала конкретно. У нас здесь было небольшое движение. И прикол в том, что я вам скажу, что цена портфеля, можно так сказать, капитализация вашего портфеля, моего портфеля была намного больше при доминации 65%, чем сейчас при доминации 60% или даже 57%. Это просто какой-то нонсенс. Здесь портфель был намного мощнее, чем вот здесь вот. Даже с учетом того, что есть в портфеле эфириум. Вот что. Этот цикл, конечно же, всех облапошил. Все ожидания, все анализы, конечно, здесь уже не работают так, как когда работали. Но, в принципе, по альте мы, в принципе, уже где-то здесь вот на донных значениях. И тут уже как раз может быть начаться то самое начало движения по альте. Мы здесь сможем еще здесь простоять какой-то период времени, сформировать разворотное движение можем. И, конечно же, начнется, дай бог, может быть рост, может это будет у нас с весны 26 года. Но так как у нас есть раскорреляция альты относительно битка, то я думаю, что может быть такое, что биток у нас шлепнется в 26 году, где-то там к весны 26 года. И может быть такое, что даже мы увидим, вопреки падению битка, рост альткоинов. Посмотрим, в принципе, понаблюдаем. Также четко по тренду можно работать с эфириумом, потому как у нас лонги были закрыты полностью, а это был у нас август месяц. Лонги по эфириуму закрыты были, и это был признак того, что нужно продавать эфириум. И это было бы не ошибка выходить с эфириума. И само собой у нас были резко набраты шорты с начала августа, у нас были набраты по эфириуму шорты. И как раз в тот момент можно было бы перевернуться в шорт по эфириуму. Сейчас, конечно же, шортить эфириум очень уже опасно. Точки входа уже нету в шорт, и эфириум падает. Да, мы можем упасть даже вплоть на $1500, может на $2000 мы упадем. Мы, в принципе, не знаем. Нам нужно будет следить за данным графиком. Также нам нужно будет в дальнейшем следить и за лонговым графиком. Но, в принципе, я думаю, что если у нас здесь закроются в быстром порядке шорты, то это будет как раз шикарная точка входа на спот в эфириум, а может быть даже и в лонг в эфириум. Но нужно будет параллельно еще и посмотреть лонги по эфириуму, будут ли они открыты или нет. Если они будут открыты, то в принципе можно будет лонг брать по эфиру. Если они не будут открыты, то можно просто покупать эфириум на спот. В принципе вот так вот. Одно радует то, что шорт по эфириуму быстро закрывается. Мы здесь видим буквально за 3 недели у нас были закрыты полностью шорты. И это уже, конечно же, радует. Если будут закрывать шорт, то я думаю, что за месяц его закроют. В принципе, вот так вот. Что само собой
относительно битка у нас есть еще лонг набирается. И это, конечно же, радует глаз. Наш просто радует глаз. Потому как мы видим то, что набираются лонги по биткоину. Буквально с июня 2025 года. Может быть такое, что коррекция по биткоину здесь скоро закончится. И как раз мы устроим ту самую параболическую фазу роста по битку под конец цикла. Что мы здесь с вами, в принципе, и ожидали бы увидеть, но мы, в принципе, так и не видели. И тут, в принципе, мы можем сделать вот такое вот движение по битку. Хотя бы где-то в диапазон там, 200 тысяч долларов, да, или 180 тысяч долларов. Лонги по биточку у нас открыты, и это будет, я думаю, что достаточно. Вот у нас февраль 25 года, да. Были набраны лонги, биток двинули. Вот у нас май 24 года были набраны лонги и биток двинули. Может быть такое, что у нас еще качели по биткоину не закончены. Паниковать не стоит. Я думаю, что стоит удерживать позиции. Например, кто держал там Dash, Zcash, сейчас можно фиксировать прибыль. 7-10 иксов, пожалуйста, выходи. Можно фиксировать. И это, конечно же, не ошибка. Если ты, допустим, сливаешь в минус, это, конечно же, ошибка. Но если у тебя там, допустим, альткоин какой-то находится в ноле, то это не ошибка для того, чтобы залететь в какую-то там летящую ракету по тренду. Типа как Zcash. Но, правда, туда уже поздно залетать. В принципе, вот так вот. Что касательно монетки DGB, у нас есть еще такой интересный актив, тоже старичок рынка. И в принципе можно поучаствовать в данной ракете. Сегодня я его на вот этом вот проливе прикупил, и посмотрим, что у нас, конечно же, получится. Что у нас получится. Здесь у нас был небольшой пролив, я его подобрал, пускай себе будет. Начало здесь движения, но нужно понимать, что если у нас начинается какое-то движение по активу, оно тянется длительный период времени. Примерно, может, это будет на протяжении месяца, например, вот так вот. И данный актив, я думаю, что могут, конечно же, пульнуть на каких-то тут, 2-3 икса, например, там на 200% роста. Это довольно-таки нормально для такого актива. Капитализация в данного актива небольшая, 163 миллиона долларов, 85% монет у нас уже в обороте. Здесь у нас биржи, где он торгуется, на Binance, на всех биржах он торгуется, и он, по всей видимости, в накоплении, находится в накоплении. Это у нас такой себе блокчейн, старичок тоже рынка. Это старичок рынка, и стоит, конечно же, к нему присмотреться. Риски здесь большие. Это вам не Dash, который там с более-менее нормальной капитализацией пульнули вверх. И фишка в том, что данный актив может даже и не расти. Вот что. Но он длительный период времени находится в накоплении. С мая 2022 года, смотрите, у нас здесь накопление. Мы уже здесь находимся 1281 день. И сейчас у нас как раз тренд таких монет. Здесь можно рискнуть, взять на какую-то 100-2000 долларов. Человек, конечно же, писал в комментарии сегодня. Сегодня вот чел у нас написал здесь коммент утречком. Вчера мы рассматривали монетку DCR. И он пишет: ты, дружище, классный, вчера ночью я рискнул и перелил пол своего депозита, который был укатан, в монетку DCR. Сегодня уже в двойном плюсе. То, что потерял на депозите своем, вернул уже. Если ты смотришь данное видео, не забывай фиксировать прибыль. Смотри, как альткоины эти, они укатываются, просто капец. Вот если у тебя было там, допустим, 10 тысяч долларов, была просадка 5 тысяч долларов, ты просто-напросто слил 2500 баксов в монетку DCR, и 2 икса у тебя 5000 баксов. Зафиксируй прибыль и вынеси бабки с рынка, и все. Не рискуй дальше, потому как ты где-то можешь застрянуть потом и опять будешь сливать это все дело в минус. В принципе, вот так вот. И довольно-таки неплохо. DCR убийца Zcash. У меня, в принципе, DCR у меня вроде бы как и нету. Я покупал другой актив. И купил я монетку сегодня DGB. Тоже у нас высокорисковый актив. Здесь неизвестно, будет ли рост или нет. Мы, конечно же, понаблюдаем за этим всем делом. У меня она есть. Видно по объемам то, что здесь ее накапливали. И как раз у нас этот цикл
показал то, что нужно было накапливать в основном монеты, те, которые находятся в накоплении. Длительный период времени они находились в боковике. Но многие этого не делали. Покупали новые проекты, типа как Зекасинки, Элзиры. Но они только начали свое движение, и, наверное, им еще падать и падать. И нужно отрисовать им боковик. А такие монеты, как Dash, Monero, Zcash никто не брал, потому как все кричали, что там, все уже, бычка по ним состоялась, в дальнейшем ничего не произойдет. Прикупила данную монету, посмотрим, мало ли, может будет здесь какое-то даже и движение. Если у нас будет движение к 0.3 уровню, как минимум мы можем добраться. Это у нас 63. С текущих это практически 10 иксов. Если мы вот так вот посмотрим, здесь у нас блок хорошее распределение был, мы можем протестить. Из текущих с данной цены, например, мы можем уйти, смотрите, на 655%. Это нормально. Вложить 100 баксов, вытянуть, допустим, 700 долларов, я думаю, что это нормально. Мы же все-таки разные Zcash покупали на 100 долларов, почему бы не купить, вернее, Zcasinки покупали на 100 долларов, L2 решение, почему бы не прикупить какой-то старичок, который уже действительно находится длительный период времени в накоплении. Здесь может быть импульс, может быть он за неделю произойдет, может он вообще произойдет весной 26 года, а может он произойдет в 27 году, и это нужно понимать, в принципе. Так что по целям можно будет здесь что-то здесь поймать и выйти, посмотреть, понаблюдать, конечно же. Итак, дальше, что у нас еще, конечно же, интересного? Russell 2000. Мы идем на коррекцию. И это не очень хорошо. Вот что. И как раз вот Russell 2000 нам говорит о том, что у нас нету никакого альт-сезона. Мы подобрались опять же к своим хаям, которые у нас были в ноябре 2024 года, сентябрь 2021 года, но не пробили. Идем опять же на ретест. Вторую неделю уже падаем здесь. И я думаю, что у нас Russell 2000 начнет расти только после коррекции. Как раз тот момент, когда начнут смягчать ту самую позицию ФРС. Наверное, здесь у нас будет откат на вот эту вот зону. У нас здесь есть хорошая поддержка, мы ее, наверное, ретестим. Из какого-то следующего захода мы уйдем, наверное, на следующий импульс. Посмотрим, конечно же, понаблюдаем. Может быть такое, что здесь у нас как раз совпадет с разворотом битка, когда он уже протестит медвежку, и это будет где-то, наверное, осень 26 года. Может такое, конечно же, и произойти. Могут они это дело все здесь затянуть. Посмотрим, понаблюдаем, в принципе. Вот такие вот криптоэнтузиастики у нас дела. Лонги у нас по биточку набраны. Это нас радует. Посмотрим, мало ли, может ралли не закончилось. Лонги по эфиру не набраны. Как только у нас закроются шорты по эфиру относительно битка, здесь стоит присмотреться к набору позиций в эфириум. Шорты пока что не закрыты. И непонятно, это долгосрочный ли шорт набирается по эфиру, или это тот шорт, который уже отрабатывает. Мы пока что не видим. Шорт не закрывается, он просто стоит в боковике. Все. Может быть такое, что здесь набирается долгосрочный шорт по эфиру, и он начнет отрабатывать только в тот момент, когда эфир достигнет, допустим, 8000 долларов. Да? Может быть такое. Посмотрим, понаблюдаем. В принципе, вот так вот. У нас биток 103-100. У нас отмена, конечно же, бычки будет, если мы опустимся ниже, чем 100 тысяч долларов и упадем где-то на 90. 3480 по эфиру, просто банальный щиток, мы падаем. XRP 2.25, BNB 940, Solana 160. Но может быть такое, что здесь у нас коррекция как раз и закончится по биткоину. 52 WhiteBit, Zcash у нас растет, вопреки падению битка, смотрите, 7% по Zcash. Было бы неплохо увидеть движение лайткоина, это было бы вообще шикарно бы. VLIF у нас падает, Liberty Finance на 10%, Dash 136, 60% роста дает, это просто капец. DRC 76, это монетка, за которую мы говорили с вами, сейчас по ней есть небольшой откат. В принципе, вот так вот. Ну и что еще интересно, DGB, у нас тоже здесь есть какой-то импульс. Относительно битка она показывает другую корреляцию. И может у нас здесь импульс продолжится. Посмотрим.
нужно сидеть в ракете и набраться терпения. Также серебро у нас 33. Показывает рост тоже. Но это у нас с камина еще таблина. Это у нас не серебро, а просто зеребро называется монетка. Также у нас здесь в принципе, ну ничего такого. Апу монетка у нас тут шлепнулась, HFT тоже у нас все остальное просто шлепается. Все остальное идет просто-напросто за вот этим вот графиком вниз. По всей видимости мы будем тестить 2 пункта. И наверное все-таки мы проторгуем тот самый фитиль. Вот этот вот. Мы наверное его проторгуем. Мы просто-напросто здесь сделаем какое-то еще одно дно. И наверное все-таки развернемся по доминированию альты. Что касательно биткоина и его коррекции. В принципе, мы здесь с вами рассматривали то, что у нас здесь медвежья дивергенция. И она у нас отрабатывает. Биток у нас слабеет. Видно то, что по объемам у нас на данный момент в 2021 году было максимальное количество объемов набрано. 2021 и 2022 год. Забрали биток и дальше просто его двигают на маленьких объемах. И здесь видно на данный момент то, что по MACD мы уже длительный период времени находимся в коррекции. Буквально с июля месяца у нас идет продажа битка. Продажа. По биткоину идет у нас продажа. Также у нас на данный момент на недельном графике сформируют, по всей видимости, золотой крест. И в принципе, золотой крест это всегда говорит о том, что будет разворот тренда. Мы видим то, что формирование золотого креста у нас 17 марта 2025 года. После формирования его был восходящий тренд. Также у нас был, вернее не золотой крест, а крест смерти. Извиняюсь, сейчас хейтеры набежат. Я уже просто начинаю заговариваться. У нас здесь был тоже крест смерти в июле 2024 года и разворот тренда. Крест смерти в марте 2025 года и разворот тренда. Аналогичная ситуация у нас была и летом 2023 года. И здесь мы видим по скользяшкам то, что уже вот-вот у нас может быть такое, что на этой неделе или на следующей неделе будет сформирован данный крест. Крест смерти. И я думаю, что после его формирования у нас будет разворот тренда по биткоину. Может быть такое, что мы здесь снизимся, побудем несколько недель в боковике. И дай бог, мы еще пойдем обновлять хаи по биткоину. Мало ли, может такое у нас и произойдет. Мало ли, может быть такое, что не закончен еще полностью цикл по биткоину. Мы этого, конечно же, не знаем. Мы сможем узнать только постфактум. Но то, что биточек у нас поставил здесь хай. Раз, два, три, 4 недели мы уже падаем. Раз, два, три, 4, 5 недель. Вместе с этой неделей мы уже падаем. Нам нужно за 2 недели здесь сформировать разворотное движение, чтобы мы пошли выше. Потому как зачастую, когда биток ставит свой хай, на 7-й неделе мы уходим на медвежку. Как это было у нас и в 2021 году мы ушли на медвежку. Как это было у нас и в 2017 году мы ушли на медвежку. В принципе, и здесь аналогичная ситуация. И здесь ключевой момент у нас. Или мы по битку уходим на медвежку с декабря месяца, или все-таки здесь будет у нас сформировано какое-то дно, закончится коррекция и еще будет одна волна роста по битку. Посмотрим, понаблюдаем с вами. Уход на медвежку нам нужно пробить вот эту вот сотую скользяшку. Сотая скользяшка это уже стопроцентное подтверждение, что мы уходим на медвежку. Если мы посмотрим, то у нас была аналогичная ситуация в 2022 году. Мы пробили сотую скользяшку и ушли на медвежку. Все, что ниже сотой скользяшки, это благоприятные условия для того, чтобы инвестировать в биткоин. Не в альткоины, а в биткоин. Но мы пока что еще очень далеко от этой сотой скользяшки. Тут, если у нас и будет приближение к этой сотой скользяшке, мы сможем еще с вами увидеть отскок дохлой кошки. И только потом мы будем погружаться ниже сотой скользяшки. Я думаю, что может быть такое, что здесь сформирует данный крест смерти. И все-таки у нас будет разворотное движение по биточку. Также мы можем увидеть это на данной метрике. То, что у нас было здесь от формирования креста. Здесь у нас было формирование креста.
Также у нас было здесь формирование креста, здесь формирование креста. Ну и мы, в принципе, пока что еще не добрались до формирования креста. Мы видим то, что он еще пока что не сформирован. На это нужно какой-то период времени. Я думаю, что у нас ситуация наладится, все у нас будет хорошо, посмотрим, понаблюдаем. Если даже биток опустится на медвежку, то я думаю, что отчаиваться не нужно, потому как у нас есть полная раскорреляция на рынке. И альткоины не росли, биткоин рос. Сейчас мы видим обратное. Биткоин корректируется, Zcash, Dash, старички начинают расти. В принципе, вот так вот. Нужно удерживать портфель, смотреть, что у нас дальше получится. И еще интересный и важный момент. Мы видим то, что DXY у нас пришел к отметочке 100 пунктов. И здесь нужно держать уже руку на пульсе. Потому как с текущих мы можем с вами увидеть уже начало роста по DXY. И это как раз тот самый триггер, когда биткоин падает, конечно же. Если мы посмотрим на дневки, мы просто палками полетели вверх. И все. Вот у нас 30 число. 29, 31, 3. Мы, в принципе, просто полетели вверх. Для того, чтобы мы уже вышли с медвежки по DXY, нам нужно пробить, конечно же, диапазон 101 пункт. Ну, я думаю, что пробитие данного пункта у нас произойдет и будет, наверное, какой-то еще небольшой откат. В принципе, вот так вот. Доллар, по всей видимости, завершает свое медвежье уже здесь настроение. И скоро начнут они бакс потихоньку восстанавливать. Также у нас есть здесь ордер блок. Нам желательно его просто-напросто пробить вверх. Может будет какой-то ретест 100 пунктов. И мы опустимся еще сюда. И потом я думаю, что у нас будет восходящее движение по DXY. Ну, можно будет, конечно же, прокататься на курсе относительно национальных валют. Не достигли мы значений 92 пункта. Здесь протоптались и ушли выше. Посмотрим, понаблюдаем. В принципе, вот так. Вот такие вот у нас криптоидейки на этом рынке. Если вам данное видео понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Если не понравилось, ставим дизлайки, пишем в комментах, что вас именно интересует. И мы будем с вами это дело все разбирать. Всем пока, до связи и мирного неба.